Мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу показать новый узор, который подходит для летних пуловеров, связанных из хлопчатобумажных нитей, или для зимних джемперов и пуловеров, которые связаны кашемировой нитью или просто шерстяной нитью. Итак, начинаем, как обычно, с вязания с первой петли. Набираем цепочку. Раппорт данного узора 2 петли плюс 2 петли кромочные. Для данного узора хорошо, если мы перед левой крайней петлей будем вязать один накид. Так, набрала я цепочку, и сейчас мы будем вязать установочный ряд классическим тунисским вязанием. Просто набираем в каждую петельку, заходим крючком и набираем петли. Продолжаем это делать до конца ряда. При вязании очень важное значение имеет натяжение нити. Если вы научитесь рукой хорошо, стабильно удерживать нить, то петельки будут получаться равномерными, а полотно красивым. Набрали петли, и сейчас начинаем закрывать наш установочный ряд. Будем провязывать по одной петельке. Закрываем по одной петле. До конца ряда повторяем эту операцию. Так, провязали установочный ряд. И дальше будем вязать уже наш узор. Кромочную не провязываем, набираем, делаем накид за заднюю стенку, то есть нитка за крючком. Следующие 2 петли провязываем вместе. И так продолжаем до конца ряда. Накид плюс 2 петли вместе. Накид за заднюю стенку и 2 петли вместе. Продолжаем до конца ряда выполнять эту операцию. Итак, доходим до конца ряда, провязываем накид и делаем кромочную петлю. Вот. А дальше вяжем, закрываем следующим образом. Первые 2 петли провязываем одновременно, то есть кромочная и накид идут одновременно, будут одновременно провязаны. Вот сейчас я сделала резкость, чтобы лучше было видно. Вот, провязали и дальше закрываем по одной петельке. То есть как петлю, так и накид закрываем по одной петле. И следим за натяжением, чтобы не стянуть наше вязаное полотно. То есть чтобы оно было равномерным.
Готово. Вот уже видно, что какой-то рисунок начинает проявляться. Вяжем следующий ряд. Опять подправлю резкость, чтобы было хорошо видно. Накид и 2 половинки петли. Вяжем, поднимаем крючком за переднюю половинку и за заднюю половинку, ту петельку, которую вот мы сейчас видим. То есть вы повторяете за мной. Передняя половинка, потом задняя половинка. И таким образом мы уже видим, что соединили 2 половинки, и как бы петелька, как у английской петли, перевернутая видна. Вот. Накид за заднюю стенку и вместе 2 половинки петли. И так до конца ряда. Важно накид делать, чтобы нитка была за крючком, и 2 половинки, именно эти 2 половинки соединять, потому что если другие вдруг там еще одна половиночка видна, то уже будет совершенно другое. В конце делаем кромочную за переднюю заднюю стенку, то есть обе половинки петли поднимаем. Тогда получится аккуратная, красивая кромочная петля, которая поможет нам соединить в будущем части нашего изделия, когда мы уже будем вязать. И вот точно так же, как и в прошлый раз, начинаем закрывать петли. Вот дошли мы до конца ряда и продолжаем вязать дальше. Вот дошли мы. Обязательно нужно посмотреть, как это будет выглядеть. Опять берем, поддеваем крючком рабочую нить за заднюю половинку и провязываем 2 половинки петли вместе. И так до конца ряда. Накид и 2 половинки вместе. Накид и 2 половинки вместе. Я показываю это все так подробно, чтобы не перематывать видео, а продолжать вязать вместе со мной. Если вы запутались или что-то еще, просто остановите видео, вяжите сами дальше. Если какие-то моменты, которые непонятны, опять включайте и вяжите дальше, пока не отработаете узор. Накид и 2 половинки. Кромочная будет у нас. Вот 2 половиночки подняли, и все, готов ряд. Набрали, просматриваем, все ли на месте, рисунок хорошо смотрится или нет, и начинаем закрывать. Крайние 2 петли вместе, а остальные по одной закрываем. Этот рисунок достаточно прост для начинающих, потому что здесь, выучив один раппорт, можно вязать бесконечно длинное полотно и не ошибетесь. Есть другие более сложные узоры, когда нужно смещать рисунок и так далее. Но сейчас мы об этом говорить не будем. Вот мы смотрим, у нас уже виден рисунок немножко. Ну и продолжаем дальше. Опять набираем, накид сделали и 2 половинки провязали. Так до конца ряда.
Опять провязываем кромочную. Далее закрываем набранные петли, провязывая ряд. Как и прежде. Вот изнанка, которая получается. Достаточно аккуратная. Вот край получается правый, вот левый. Все аккуратно. Ну вот поближе сейчас покажу, чтобы было уже лучше видно. 2 провязали, потом по одной, как и прежние ряды. Мне очень нравится вязание тунисским крючком, потому что полотно вязаное получается стабильным. То есть оно не вытягивается после стирки. И очень легко можно его после стирки разложить, и оно высыхает и прям четко, красиво выглядит. Четкий рисунок. Ну вот я дальше покажу такой текстильный узел называется. То есть, когда нужно соединить 2 хвостика от мотка, соединить в целую нить. Делаем, перекрестили 2 кусочка нитки, и между ними заводим ниточку, вот делаем точно, как я показываю. Все, и аккуратненько затянули. Хвостики можно и короче сделать, но когда они длиной около 1 сантиметра, они легко прячутся уже при самом вязании. Вот сейчас я покажу этот момент. Просто начинаем провязывать. Этот узелок, он очень маленький, проскакивает в петельку, и он уже там спрятался. То есть даже при такой достаточно разреженной вязке он исчезает, и его не видно. Есть и другие способы соединения нити. Там нужно 2 части вплести, но эта нитка, она цельная. Если бы она состояла из нескольких отдельных ниточек, то тогда можно было бы использовать другой способ соединения концов нитки. Вот сейчас практически ничего уже не видно, и куда делся этот узелок. Дальше продолжаем вязать, как и прежде. Накид за заднюю стенку, то есть он за крючком, и 2 половинки петли вместе. И так до конца ряда. Сейчас уже хорошо виден узор, который получается. После того, как мы свяжем образец, можно будет, приложив линейку, замерить кусочек размером 10 на 10 сантиметров и высчитать, сколько петель нужно для того, чтобы вязать какое-то изделие, например. То есть вначале замеряем, сколько у нас в длину, потом в высоту получился образец, сколько петель и рядов потребовалось, а потом рассчитываем количество петель уже для изделия. Все очень просто, и это, конечно, занимает некоторое время, но потом легче вязать и не нужно будет переделывать, и изделие будет согласно вашему размеру связано. Если вам понравилось это видео, если оно вам было полезно, я очень прошу подписаться на мой канал и поставить лайк.
Если, вы хотите задать какой-то вопрос, напишите, пожалуйста, это в комментариях. Я отвечу. Вот провязала я, закрыла. Теперь хочу показать, уже, как это полотно, тянется в длину, как оно тянется в ширину. Вот. Краешек — это левая половинка, правая половинка, правая кромочная, левая кромочная. Ну вот, собственно, и все, что у нас получилось. Всем удачи!